Yamaha XJR 1300 — это простой классический мотоцикл, сделанный на совесть. В цифровую эпоху, когда производители всевозможных гаджетов предупреждают, что они способны послушивать частные разговоры, XJR 1300 этого не будет делать. Он также не будет вмешиваться в контроль тяги, если вы дадите ему слишком много газа в неподходящий момент. Он не скажет вам, что у вас низкое давление в шинах, какой средний расход топлива, какая температура окружающей среды и даже какая температура двигателя. У него нет АБС даже в качестве опции. В общем, это настоящий большой железный мотоцикл, за что его, собственно, и любят по всему миру. Напомню, Yamaha XJR 1300 появился в 1998 году в качестве последователя Yamaha XJR 1200. Увеличенный с 1188 до 1251 кубического сантиметра двигатель выдавал 98 лошадиных сил максимальной мощности и 100 ньютон-метров крутящего момента на японском рынке. На европейском же это было 106 лошадиных сил и 108 ньютон-метров. Несмотря на снаряженную массу под 250 кг, мотоцикл разгонялся от 0 до сотни менее 4 секунд, а заявленная максимальная скорость составляла 220 км в час. В 2007 году модель получает электронный впрыск топлива вместо карбюраторов и клапанный КЗАП в глушителе, который остался только один с правой стороны. В 2015 году компания Yamaha решила обновить свою классическую модель, сделав уклон дизайна в сторону ретро. Мотоцикл стал заметно уже с более удобной эргономичной посадкой. Это заслуга нового руля, а самое главное маленького бака новой формы, который похудел с 21 аж до 14,5 литров. Это довольно тревожное обновление для любителей дальних поездок, так как средний заявленный расход топлива у мотоцикла 6,5 литров на 100 километров. По словам Yamaha, именно эта форма является причиной того, что бак стал пластиковым, а металлическое изготовление той же формы повысило бы цену мотоцикла. В руководстве пользователя говорится, что бак и топливная система выдерживают бензин, содержащий до 10% этанола. В итоге последнее поколение XJR 1300 сумело похудеть до 240 кг снаряженной массы. Также компания вместе с обновленным мотоциклом выпустила и дополнительную версию Yamaha XJR 1300 Racer, которая отличается наличием переднего полуобтекателя и низким расположением клипонов вместо стандартного руля. Обе модели имеют только одинарное сиденье и полностью черную матовую выхлопную систему 4 в 2 в 1, выходящую также на правую сторону и заканчивающуюся большим глушителем, который на холостом ходу стал заметно тише благодаря экологическим нормам, однако на газу он все еще имеет басовитый звук. Полностью регулируемая подвеска мотоцикла представлена 43-мм телескопической вилкой с ходом 130 мм, перья которой стали черными, а сзади два амортизатора Öhlins с ходом 110 мм. За торможение отвечают два 298 мм тормозных диска с четырехпоршневыми суппортами спереди, которые в свое время переехали сюда с Yamaha R1, а сзади один тормозной диск диаметром 267 мм с однопоршневым суппортом.
Увы, но с 2016 года вступили в силу новые европейские требования, касающиеся норм выбросов и АБС. По закону все мотоциклы свыше 125 кубических сантиметров должны оснащаться АБС уже в базе, а XJR 1300 не имеет системы АБС даже в качестве опции. Но это и не важно, так как старенький воздушный двигатель модели, естественно, не вписывается в обновленные стандарты. Поэтому мотоцикл в этом году перестал продаваться в Европе, а окончательно сошел с конвейера в 2018.